Париж. 4 часа ночь, рассвет еще далек. Город спит, лишь Сена тихо несет свои темные воды в ночи. Праздник святого Варфоломея. До рассвета одинокий колокол начал звонить из церкви Сен-Жермен-эл-Ассируа. Не как призыв к заутренне и не как предупреждение о пожаре. Как сигнал, договоренный заранее, за закрытыми дверями, за несколько часов до этого. Те, кто его ждал, а таких в ту ночь в Париже было несколько тысяч, услышали и сразу поняли, что время пришло. Те, кого он должен был встретить, еще спали и не догадывались, что их ждет до рассвета. Вооруженные люди двинулись по улицам. У каждого список имен, на каждой шляпе белый крест, знак своих. Они знали, где искать, потому что знали каждый квартал наизусть. На дверях домов, где жили гугеноты, еще с вечера были сделаны меловые метки, пока хозяева еще праздновали свадьбу. Ни один из жителей этих домов не знал об этом, и ни один не знал о списках. Они легли спать, ни о чем не подозревая, и никто из них не думал, что эта ночь будет для него последней. К рассвету 3000 человек были мертвы, только в Париже за одну ночь. Не в бою, в постелях, в переулках, на пороге собственного дома. Без суда, без предупреждения, без пощады. К концу недели от 10 до 30 тысяч по всей Франции. Приказ пришел с трона, его подписала мать. Но эта история не начинается 24 августа 1572 года. Ночная резня была лишь последней точкой в долгой рукописи ненависти. Чтобы понять, как такое стало возможным, как мать могла отдать приказ уничтожить тысячи собственных подданных, нужно вернуться назад, на 12 лет. К тому моменту, когда Франция еще называла себя единой страной, но внутри нее уже горела война. Тихая, беспощадная, религиозная. К началу эпохи, которая дала человечеству само понятие религиозного геноцида. Франция образца 1572 года. Страна, уже пропитанная кровью. 12 лет католики и протестанты, которых во Франции называли гугенотами, вели 8 последовательных религиозных войн. 8 войн за 12 лет, не перемирий, а войн. Каждая заканчивалась хрупким миром, который разрывался снова и снова. Около 2 миллионов человек погибло с 1562 года от оружия, голода и болезней. Целые провинции лежали в руинах. Города переходили из рук в руки, церкви горели, урожаи гнили на полях. Гугеноты насчитывали примерно 1 миллион по всей Франции. Из примерно 20 миллионов населения. Меньшинство, но влиятельное и вооруженное. Они контролировали 19 укрепленных городов, содержали собственные армии, суды и церкви. Ла-Рошель, Монтабан, Ним. Их крепости, их территории, их законы. По сути, государство внутри государства. Протестантская вера давала им сплоченность, которой боялось католическое большинство. Аристократы-гугеноты владели обширными землями на севере и юге, что делало их несговорчивыми. Важнейшим военным и политическим лидером гугенотов был адмирал Гаспар де Калинье, 52 лет, военный командующий с безупречной репутацией. Человек, который выжил в нескольких войнах и которому верили. Его авторитет среди протестантских дворян был непоколебим.
Он убеждал молодого короля Карла IX начать войну с Испанией, объединить Францию против внешнего врага. Это пугало Екатерину Медичи больше всего остального. Колиньи становился важнее ее. Сын слушал не мать, а адмирала. И Екатерина не могла этого простить. Екатерина Медичи, королева-мать, ей было 53 года. Флорентийка по рождению, вдова Генриха II, она управляла Францией как регент при 3 слабых сыновьях. Сначала Франциск II, умерший в 16, потом Карл IX. Она привыкла держать нити и привыкла, что последнее слово всегда за ней. Королевский совет, дипломатия, браки – все проходило через нее. Но теперь молодой король слушал Колиньи, а не ее. Это было не просто обидой, это была угроза ее власти, единственному, что она умела защищать. Карл IX занял трон в 10 лет, а в 1572 году ему было 22. Слабый физически, эмоционально нестабильный. Он так и не вырос из тени матери. Но у него была одна привязанность – Колиньи. Он тянулся к адмиралу почти как к отцу и называл его своим папой. Планировал поход в Нидерланды, первую настоящую войну под собственным командованием. Мечтал о военной славе, о том, чтобы стать не просто именем в хрониках, а героем. Все это было прямой угрозой для Екатерины. И все это нужно было остановить любой ценой. — 18 августа 1572 года, за 6 дней до резни, Екатерина сыграла свою карту. Ее католическая дочь Маргарита Валуа, 19 лет, была обручена с Генрихом Наварским, тоже 19-м, гугенотом, лидером протестантской партии. Этот брак должен был символизировать примирение 2 религий, мир после 12 лет войны. Протестанты поверили, что корона протягивает им руку. Венчание прошло без папского благословения на паперти собора Нотр-Дам, чтобы гугенот не входил в католический храм. Даже это должно было насторожить. Гугенотские лидеры поверили. 10 тысяч дворян-протестантов съехались в Париж на торжества. Цвет протестантского дворянства Франции. Командиры, политики, люди с именами и связями. Они приехали без оружия, в праздничных одеждах, по личному приглашению королевы Франции. Никто из них не знал, что приглашение было ловушкой, и никто не почувствовал опасности. Они приехали в столицу, которая их ненавидела. Парижане были глубоко католическими и давно накормлены слухами о гугенотском заговоре, о тайных собраниях, о связях с иностранными монархами, о планах захвата власти. Большинство этих слухов было ложью, но в них верили. Напряжение в городе было таким, что любая искра могла вызвать взрыв. 2 вероисповедания в одном городе. Одно с оружием, другое в праздничных одеждах. Двор уже рассчитывал на это. 22 августа, за 2 дня до резни, Колиньи возвращался из Лувра и остановился, чтобы поправить башмак. Именно это случайное движение спасло ему жизнь. Выстрел из аркебузы из окна дома напротив должен был убить его наповал, но пуля задела руку, оторвала 2 пальца правой кисти. Окровавленный в шоке, адмирал все же сам добрался до своего дома. При свидетелях в центре Парижа скрыть это было невозможно. Это изменило все.
Убийца был нанят семьей Гизов, давними врагами Колиньи. Адмирал выжил, и ярость гугенотских дворян не знала предела. Они явились к королю с требованиями правосудия, называли имена, угрожали войной и говорили открыто: «Если корона не накажет убийц, мы накажем сами». Это был ультиматум. Положение Екатерины рухнуло в одночасье. Если начнется расследование, ее имя всплывет немедленно. Ее причастность к покушению была слишком очевидна, и у нее было лишь несколько часов, чтобы изменить это или уничтожить тех, кто мог ее разоблачить. Ей нужно было действовать раньше, чем расследование зайдет слишком далеко. Поздней ночью 23 августа она вошла в покои сына с несколькими советниками, без предупреждения и без объяснений. Слуги были отосланы, двери закрыты. Там, в этой комнате, состоялся разговор, который изменил историю. Один из тех разговоров, о которых мы знаем только через версии выживших. Все эти версии ведут к одному и тому же. Королева убедила сына согласиться на массовое убийство. Она сказала Карлу: «Гугеноты узнали об убийце и не просто требуют правосудия. Они готовят государственный переворот и собираются убить тебя и всю твою семью в эту же ночь. Нужно нанести удар первыми». Исторические источники расходятся в деталях этого разговора, но исход известен. Карл IX плакал и кричал, говорил, что это слишком и что он не хочет этого. И в конце концов произнес слова, которые вошли в летописи и которые уже нельзя было взять обратно. Франция остановила дыхание. «Убейте их всех, чтобы никто не остался упрекать меня». Так зафиксировали современники. Так это сохранилось в документах эпохи. 22-летний юноша, ночь, мать у постели, и один из самых страшных приказов в истории Европы. Что именно толкнуло его на это? Страх, слабость или предательство? Историки спорят до сих пор, но слова были сказаны. И уже к рассвету они стали приговором для тысяч людей, которые спали в Париже, не зная, что их ждет. К полуночи у герцога Анри де Гиза был список. Главным именем в нем стоял Колиньи. Ниже вот другие гугенотские лидеры, остановившиеся в Париже на торжества. Все они знали, что в Париже опасно, но доверяли королевскому слову, а оно гарантировало им безопасность, или должно было. У парижской милиции 6 тысяч вооруженных людей был приказ, опознавательный знак, белый крест на шляпе или белая повязка на рукаве. Без этого знака ты был врагом или жертвой. Суд не предусматривался. Это была не стихийная вспышка ярости. Это был военный приказ, проработанный до последней детали. Дома гугенотских дворян были помечены белым мелом заранее. Кто-то ходил по улицам с мелом в кармане, методично и тихо, пока хозяева еще праздновали или спали. Колокол зазвонит в 2 ночи. Это будет сигнал. Что произошло дальше? Одно из самых задокументированных и самых страшных событий в истории Западной Европы и одно из самых хладнокровно подготовленных. 2 часа ночи, 24 августа 1572 года. Колокол церкви Сен-Жермен-Ла-Сюруа начал звонить над притихшим Парижем. Медленно, ровно, неумолимо. Этот звон раздался, как гром в ночи. Тысячи вооруженных людей по всему городу услышали его и двинулись с места. По переулкам и мостовой, с факелами и оружием.
Их было так много, что в некоторых кварталах не было дороги назад. Париж просыпался, но было уже слишком поздно. Герцог Гиз лично возглавил отряд, направившийся к дому адмирала Коллини на улице Бетизи. Человека, которого уже пытались убить 2 дня назад, и который лечился от ранения, не ожидая второго нападения. Охрана у дома была, несколько человек у входа, но этого не хватило. Гиз привел не десяток солдат, он привел толпу. Двор оцепили, все пути к отступлению перекрыты. Внутри дома еще горели свечи, адмирал еще не спал. Писал письма при лампе. Он не слышал шагов во дворе, и никто из домашних не успел его предупредить. Дверь выломали. Охрана была перебита в коридоре за считанные минуты. Слуги разбегались в темноте. Коллини нашли в спальне. Пожилой больной человек с перебинтованной рукой, адмирал Франции, командовавший армиями. Он не молил о пощаде, он стоял прямо, с достоинством, которое не мог отнять ни один солдат. Один из солдат спросил: «Ты ли Коллини?» «Да», — ответил он. «Молодой человек, бойся убить старика». Его закололи несколькими ударами. Тело выбросили из окна на булыжники улицы. Герцог Гиз спустился вниз с факелом, приподнял голову мертвого, осветил лицо и узнал. «Дело сделано», — сказал он своим людям. Именно этими словами: никакого торжества, никакого пафоса. Просто работа, выполненная в срок. Он повернулся и пошел к следующему адресу в списке, за ним потянулись остальные. К этому часу по всему Парижу отряды работали одновременно. Каждый по своему списку, по своим меловым меткам. Смерть Коллини была только первой строкой в этом списке. К 3 ночи убийства вышли далеко за пределы списка. Парижская чернь, ни солдаты, ни милиция, присоединилась сама. Кто из злобы, кто из страха, кто из жажды наживы. Белые кресты расползлись по всему городу. Двери с меловыми метками стали мишенью. Без белого знака на шляпе враг или жертва, или просто чужой. Убивали всех, на кого указывали соседи. Некоторые воспользовались этой ночью, чтобы свести счеты, не имеющие отношения к религии. Никто не спрашивал, никто не объяснял. На рассвете в Сене плавали тела. Река оставалась темной 3 дня, и рыбаки не выходили на воду неделями. По оценкам историков, от 2000 до 4000 убитых в Париже за 72 часа. Среди них не только дворяне с именами в списках. Купцы-ремесленники, слуги, женщины, дети. Люди, которых просто ненавидели соседи. Люди без имен, убитые только потому, что их видели в протестантской церкви. Тела находили в подвалах, на крышах, в закрытых лавках еще несколько дней. Этот город пережил 8 религиозных войн и нашел в себе силы на еще 1000 убийств за 3 дня. Генрих Наваррский новобрачный был доставлен к королю под вооруженным конвоем. Ему дали выбор – перейти в католичество или разделить судьбу своих дворян, тех, кто приехал с ним на свадьбу и теперь лежал на парижской мостовой. Он принял католичество на месте, публично, торжественно, без промедления. Его друзей, соратников, капитанов убили. Он подписал отречение в обмен на жизнь. Он знал, что делает, и знал, что у него нет другого выбора. Годами он будет делать вид, что это было искренним.
Те, кто знал его, не поверили ни тогда, ни потом. Убийства не закончились на рассвете. Они продолжались весь день, и следующий день, и еще 3 дня после. Когда весть разнеслась по городу, кровавый импульс лишь нарастал. Каждый убитый порождал новый страх, новую злобу, новый донос. Вооруженные группы бродили по переулкам, требуя: «Покажи белый крест». Тех, кто не мог, убивали на месте. А потом гонцы понесли новость в провинции. И там тоже нашлись те, кто ждал сигнала. Приказ был услышан по всей Франции. Из Парижа в Руан, в Лион, в Бордо, в Тулузу, в десятки других городов. Гонцы скакали по дорогам Франции, и в каждом городе были свои списки, своя накопившаяся ненависть и свои люди, готовые действовать. В Лионе сотни убитых за первые сутки, в Руане еще сотни. Резня повторялась там, где были гугеноты и где местные власти не смогли или не захотели остановить толпу. В некоторых городах убивали жестче, чем в Париже, без списков, без приказа, просто потому что могли. Никакого официального приказа из Парижа в провинции не поступало. Только весть, только слух. И этого оказалось достаточно. В одном только Лионе от 700 до 2000 человек убито за 4 дня. В Руане от 200 до 500. В Труа, в Орлеане сотни. Данные варьируются в зависимости от источника. Точных цифр нет и никогда не будет. Документов слишком мало, мертвые не считались. Историки считают общий итог. От 10 тысяч до 30 тысяч погибших по всей Франции между августом и октябрем 1572 года. Новость достигла Рима через несколько недель. Папа Григорий XIII приказал отслужить торжественный, благодарственный молебен в честь победы над еретиками, и в Риме звонили колокола. Он распорядился отчеканить памятную медаль с изображением ангела, разящего мечом. На медали была надпись «Уничтожение гугенотов». В Ватикане были заказаны 3 фрески с изображением событий той ночи. Они сохранились до сих пор. Посетители Ватикана видят их сегодня, не всегда понимая, что именно изображено. Король Испании Филипп II, получив донесение, написал послу во Франции: «Это известие доставило мне больше удовольствия и удовлетворения, чем что-либо иное за всю мою жизнь». Маятник европейской политики качнулся резко. Протестантские государства, Англия, Нидерланды, германские курфюршества ответили ужасом и готовностью к войне. Елизавета Английская приняла французского посла в трауре, молча, не произнося ни слова. Это молчание было красноречивее любой речи. В Париже Екатерина Медичи публично заявила, что власти раскрыли гугенотский заговор против короля, что произошедшее – необходимая самозащита и что порядок восстановлен. В это не поверил никто. Ни в Европе, ни в самой Франции. Памфлеты разлетались по всему континенту. Протестантские публицисты писали о тирании и предательстве. Даже некоторые католики, те, что видели все своими глазами, хранили молчание, потому что говорить было опасно и потому что следующим мог оказаться любой. Гугенотская диаспора потекла из страны в Англию, в Нидерланды, в Пруссию, в Швейцарию, в немецкие протестантские земли. С ними ушли их ремесла: шелкооткачество, ювелирное мастерство,
часовое дело, книгопечатание, медицина. Мастера, ученые, купцы, врачи. Франция потеряла около 30 тысяч самых образованных и квалифицированных граждан. Страны, что их приняли, Англия, Пруссия, Нидерланды, выиграли в долгую. Генрих Наварский не забыл. 26 лет он ждал, умея скрывать все, что думал, и говорить то, что от него хотели услышать. В 1589 году он стал королем Франции, Генрихом IV. В 1593 году снова перешел в католичество, уже добровольно, чтобы войти в Париж. В 1598 году подписал Нанский эдикт. Гугеноты. В 1610 году Генрих IV был убит в карете фанатиком-католиком. Его убийца действовал в одиночку, но за ним стояла та же ненависть, что за Варфоломеевской ночью. Религиозные войны во Франции тянулись еще долго после Нанского эдикта. А 3 миллиона человек, такова общая оценка потерь за 36 лет этих войн, уже не могли ничего дождаться. Колокол церкви Сен-Жермен-Эл-Осьеруа до сих пор стоит в Париже и до сих пор звонит. Каждый день над все тем же городом. Если вы окажетесь рядом, послушайте его и вспомните, чем он стал однажды в августе 1500.